Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». В 2013 году я впервые прилетела в Индию вместе со своими подругами. У нас был отпуск, который мы решили провести вместе в солнечном Гоа. И, собственно, там судьба свела меня со своим будущим мужем Парамом. И уже в конце 2015 года у нас появился сын Артур. Самым важным периодом в жизни каждой женщины является время, когда она вынашивает ребенка. К сожалению, я не смогла в полной мере насладиться этим периодом. Мне параллельно приходилось решать множество проблем, разные визы, регистрации. В общем, ребята, брак с иностранцем – это плюс еще дополнительные хлопоты. Увы, но у нас не было никаких мимимишных событий, никаких торжественных мероприятий. Больше того, рожала нашего первенца я вдали от своего мужа. И первые дни после рождения, как, впрочем, и весь первый год, отец видел своего сына только на экранах своего телефона. Да, друзья, у нас такая нестандартная ситуация. Я думаю, что у многих из вас, мои дорогие женщины, все было иначе. А сегодня, друзья, вы увидите традиционные индийские обряды, которые проводят над будущими матерями. И представьте себе, если бы Парам женился на индианке, у него было бы все точно так же. А сейчас, друзья, познакомьтесь, это Никель. Никель через пару месяцев станет отцом. Кстати, Никель был свидетелем у нас на свадьбе. Ну, у нас свадьбы как таковой, я имею в виду, торжества не было с Парамом, но Никель был свидетелем на регистрации нашего брака. Никель немножечко волнуется. Никель, what's your dream? Who must come in, girl or boy? Я спрашиваю Никеля, он мечтает о том, что у него будет девочка или мальчик. We have no any dream. Anyone must come, girls, boys. We are very happy. Ну, в общем, Никель говорит, что все равно мальчик или девочка, главное, чтобы здоровый ребенок. Представьте себе, у него жена на how many months? 7. No, на 7-м месяце, 7 месяцев беременности, а они до сих пор не знают, кто будет, девочка или мальчик. Я узнала на 12 недель, что я жду мальчика. А Никель узнает о том, кто у них будет, только после того, как Айшвария, его жена, родит ребенка. No, decoration he make very best, na? Very good he make. You like? Yes, very like. В Индии на УЗИ врачам запрещено называть пол ребенка. Это сейчас уголовно наказуемо. Могут посадить на 3 года. Почему, спросите вы? Ну, к сожалению, в силу культурных и экономических причин многие родители предпочитают рождение мальчиков. И раньше будущие матери шли на аборт, узнав, что ждут девочку. Ну все, теперь уже не узнают. Сейчас врачи хранят тайну. Никель, how many years before you got married? Сколько лет назад ты поженился на своей Айшварии? 5 years. 5 лет назад. Никелю, кстати, 32 года, Айшвария всего на пару лет младше. И вы видите, они не спешили рожать ребенка сразу после замужества, вопреки бытующему мнению. Кстати, Никель вместе со своей женой Айшвари – это далеко не традиционная индийская семья. Очень интересно, я вам расскажу чуть позже. А сейчас, друзья, мы побываем в гостях у Никеля и Айшвари на очень трогательном мероприятии. Baby shower. Переводится как душ для малыша. К сожалению, у нас с Парамом такого мероприятия не было. В честь будущей мамы ее будут осыпать подарками. Шавер – это душ, она будет принимать душ из подарков. Ну и плюс еще там много разных религиозных традиций, пудж. В общем, вы сейчас все увидите. Внимание на экран. А сейчас, друзья, минуточку внимания. Я приглашаю вас на канал Наташи и Юры Interest in Life.
увлечения по жизни. Это молодой канал, я на него подписалась примерно месяц назад и с удовольствием виртуально путешествую вместе с ребятами по всей Америке. Мы ходим вместе на рыбалку и отдыхаем на природе. Это интернациональная семья. Наташа моя тезка и тоже из Украины, а ее муж Юрий из Тамбовской области. И вместе их объединила, конечно же, любовь друг к другу, а также любовь к природе, свободе и к жизни. Юрий золотой человек, мастер на все руки, и кроме рыбалки ребята также делятся на своем канале вкуснейшими кулинарными рецептами. Наталья показывает, как она занимается садом, огородом. В общем, друзья, кто хочет получить эстетическое наслаждение, кто хочет отдохнуть и расслабиться, подписывайтесь на канал Interest in Life. Друзья, пожалуйста, поддержите молодой канал и порадуйте себя знакомством с этими замечательными людьми из Детройта. Девиз этой семьи – только любовь, дружба и взаимопонимание изменят жизнь к лучшему. Мои дорогие зрители, ссылочку на канал Юры и Наташи я оставлю в описании под этим видео, а также закреплю в первом комментарии. Заходите, подписывайтесь и получайте удовольствие от просмотра этих интересных, душевных, теплых видео. Вот, 25-я поймалась, наконец-то. На базу. Иди ко мне, Артур, покажись, какой ты красивый, нарядный. Сейчас мы идем в гости к Никелю, вы его много раз видели в моих видео, и к его жене Айшваре. А что это? Окей, пора. А что это за подарок? Mami, कैसे हो? Я вижу, only woman. Only woman. Yes, yes, only woman. Так что Парам будет единственной мужчиной на этом мероприятии. Go and take it. Иди. Мы идем. Go, Natasha. Посмотрите, как много женщин с подарками, но не все с подарками, заходят вереницей, чтобы поздравить будущих родителей, фотографируются с ними на память, принимают угощения и, собственно, все, уходят, освобождая помещение для следующих гостей. Так, что я хотела сказать по поводу Никеля и Айшвари. Друзья, они женились по любви, а не так, как большинство индийцев женятся по договоренности. Причем Айшвария, ну вот обратите внимание, вы видите, какая она красивая, породистая, из высшей касты браминов. Отличница, как говорят, девочка пай. Ну а Никель из более низкой касты, он рос этаким сорванцом и хулиганом. И они полюбили друг друга. Противоположности все время притягиваются. Родители Айшварии, конечно, были против такого союза, но наш герой проявил настойчивость, не отступил. Он украл невесту. 3 месяца они прятались от суровых родственников, пока страсти не утихли. Ну, сейчас уже, слава богу, все у них нормально. Родители невесты поняли, что рискуют потерять свою дочь. И нашли в себе мудрость принять такого зятя. Парам, ты не расстроился? А Юсет, Парам зря нарядился. А в итоге его даже не впустили вовнутрь. Одни девочки, одни женщины на этом мероприятии. Целый час наряжались, а то и больше, красилась я, а в итоге посидели там 5 минут и все, посмотрели на людей, себя показали. Ну, впрочем, вот большинство индийских мероприятий, дни рождения, свадьбы, это в основном вот такое вот, пофотографироваться, показаться и разбежаться. Но мы решили, раз уже нарядные такие, решили в парк пойти, посмотреть на красивый парк в сезон дождей, как он изменился. Смотрите, какая красота.
Какая у нас красота сейчас. И дороги какие. Скоро будут все абсолютно дороги. Вот такие вот чистые, ровные. Можно будет на каблуках бегать. Я сейчас буду наслаждаться дождем, как индийцы. Индийцы сюда приезжают, платят деньги, тратят время для того, чтобы насладиться вот этим вот это вот блаженство, получить удовольствие. Но когда это на протяжении 3 месяцев без конца, беспрерывно льет, тогда уже, конечно же, уже ты не испытываешь такого наслаждения. Просто, ребята, в Мумбаи, в Нерале, нигде такого нет, как у нас здесь в горах, в Матаране. Здесь дождь очень интенсивный, очень обильный. Хорошо, что у нас в парке есть такая милая, уютная беседочка в английском стиле, где можно спрятаться от дождя. Но, ребята, сюда тоже задувает. Я сейчас буду выключать камеру, а то, не дай бог, испортится. Сейчас, друзья, мы отправляемся на бэби-шауэр к Бавину. Нет, к сожалению, Бавин в ближайшее время отцом не планирует становиться, а вот его старший брат примерно через 2 месяца станет папой. Артур, команд! Бавин обещает, что сегодня будет какое-то особое мероприятие, что он там как-то организовал что-то по-интересному. Ну, сейчас мы все увидим. Артур! Быстрее! Я вижу, что действительно будет что-то интересное, что-то необычное. Посмотрите, как красиво, даже стулья для гостей. When we must give gift? Подарки будем сейчас осыпать. Сейчас пойдем вручать подарок Ашвине, будущей матери. Артур, идем вместе. Слушайте, только что подошла ко мне эта девушка и спросила что-то на хинди, а я же ничего не понимаю. Я сделала глупое лицо. Я помогаю. Да, Артур говорит: мама, а что ж ты не ответила? Надо было сказать «но». То есть он понял, что спросили. Я говорю: Артур, ну теперь, говорю, ты будешь мне помогать. Это, друзья, сидит мама Бавина. Посмотрите, какая она нарядная. Молодо очень выглядит. Готовится тоже к выступлению, текст повторяет. А вот это папа. Папа такой серьезный, благородный мужчина. Сейчас что-то вроде игры в корову. Нужно показывать без слов. И они должны отгадывать. Только что было, Швине показывала джула. Джула — это как качелька, люлька. Не удержалась и сняла. Вот смотрите, у девушки какая красивая заколка. Передо мной она сидит, а я сижу и смотрю, любуюсь. Какая красивая. Это типа брошки, что ли. Очень хорошо смотрится. Ну и волосы, конечно, шикарные.
Да, друзья, что тут говорить, у Бавина, как всегда, все оригинально. Приехало много родственников, и они организовали целый концерт для жителей нашего поселка. Ну и для нас, естественно, в том числе. Кстати, к Бавину постоянно приезжают родственники со всех частей Индии. И самое главное, остаются у них на неделю, а то и на весь отпуск или на все каникулы. Ну вот, хоть у них и большой дом, есть отдельная комната для гостей, но вот скажу вам честно, мне бы такое не очень понравилось. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. А Бавин всегда с такой радостью сообщает, когда к ним кто-то нагрянул, иногда еще и без предупреждения. И, кстати, я вам скажу, друзья, что для Индии это норма, это почти как традиция. Я вот такая сижу сейчас и думаю, интересно, когда Парам купит собственное жилье для нас, у нас тоже будут примерно по 6 месяцев в году гостить его родственники, тем более, что Парам у меня очень гостеприимный. Сейчас, друзья, нам раздали небольшой перекус. Смотрите, как красиво. В форме сердечка. Я думаю, что что-то очень вкусное. Это блюдо штата Гуджарат, поэтому название я не знаю. Я такое очень редко ем, только у Бавина в гостях. Вообще, Baby Shower — это американский праздник, а здесь, вообще в Индии, существовал уже давным-давно подобный праздник, подобная традиция, когда для беременных женщин устраивали религиозное мероприятие. И в каждом штате этот праздник называется по-разному, поэтому я не стала запоминать название. Но смысл примерно везде одинаковый. Благословляют мать, чтобы она родила здорового, красивого ребеночка, чтобы роды прошли удачно, успешно, чтобы все было хорошо. Так, я сейчас обратила внимание, что положили и наш подарок. Мы подарили мягкую игрушку, медвежонка. Потом я еще обратила внимание, был ананас, завернутый тоже в красивую подарочную упаковку. Разные подарки дарят. То есть, видите, получается, что гости, которые вручили подарки в самом начале, эти подарки сложили где-то в стороночке, и теперь все эти подарки складывают вот таким вот образом в эту ткань. Ей же, наверное, тяжело. Ну, тут помогают, видите, другие девушки тоже держат. Какая интересная традиция. А сейчас мы видим, как гости, которые пришли с подарками, я заметила, что в основном это конверты с деньгами, подходят и осыпают будущих родителей. Кстати, обратите внимание, вот эта вот девушка в бирюзовом, просто как модель, какая она высокая, статная. Сейчас приближу ее лицо. Красивая какая индианка. Она в нашей деревне живет. Я ее часто вижу. У нее ребенок учится в той же школе, что и Артур. Так, а сейчас, друзья, я вижу, настал выход Бавина. Посмотрим, что он исполнит. Бавин изображает, что он сердится на свою невестку за то, что теперь все внимание будет уделяться ее ребенку, а не Бавину, как раньше, потому что он самый младший в семье. Ого. Пришла Неха пришла с опозданием, не знаю почему.
Все и самое интересное пропустила. Друзья, а сейчас кульминация сегодняшнего вечера, будут разрезать торты. Причем сейчас должно проясниться, выясним, кто же будет у наших будущих родителей, мальчик или девочка. Давайте, раз, два, три. Они выбрали кто? Кто? Who? What means? What means? Girl. Girl, that's girl. Girl, девочка будет. То есть они выбрали торт, внутри которого, ну, что-то там обозначает, что будет девочка. Вы видите, на УЗИ врачи не говорят, зато торт уж точно не солжет. Ну, проверим, мне даже интересно. А как вы думаете, кто у нее будет, девочка или мальчик? Пишите в комментариях. Finally, it's girl. Ждем девочку. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.